Всем здрасте, меня зовут Настя. За окном у меня 1 декабря, первый день зимы, а значит скоро у меня день рождения. Я никогда в жизни не ждала свой день рождения так сильно, потому что в этом году я праздную его вне холода, вне зимы, а там, где тепло. А еще я решила сделать небольшое преображение, потому что я уже очень устала просто от пепельных волос, мне хочется чего-то нового, чего-то интересного. Я раньше меняла оттенки волос каждый месяц, а сейчас я уже где-то полгода хожу с пепельным цветом и ничего не делаю. Мне очень скучно жить. Давайте не будем затягивать, я переодеваюсь и мы начинаем видео. Итак, за кадром я переоделась, поставила зеркало, чтобы видеть свой затылок. И также разделила голову на 3 части. Обычно голову делят на 4, но когда я крашу сама себя, мне легче на 3. Первое, что я буду делать, это красить корни. Корни я крашу краской Estelle. Это оттенок 9 и 16. Фиолетово-пепельный блондин, по-моему, называется. И смешиваю его с оксидантом Estelle 6%. Смешивать нужно 1 к 1. Поэтому сейчас мне нужно выдавить 60 грамм краски и добавляем туда 60 грамм оксиданта. И смешиваем это все в однородную консистенцию, естественно. Не забываем о мерах предосторожности, надеваем перчатки, чтобы наши руки не пересушились. Правильно? Ну и чтобы они, естественно, не покрасились. Окрашивать я начинаю с затылка. Почему, спросите вы? А я объясню. Так как я крашу себя долго, потому что это не очень удобно, тем более, когда просто корни нужно покрасить. Краска берется быстро. И как бы если у меня немножко фиолетовый затылок будет, это, не так страшно. Я крашу вот эту часть. Я объясню. В прошлый раз, когда у меня уже сильно отросли волосы, я их обесцветила, но по какой-то причине они у меня не хотели полностью обесцвечиваться. Мне кажется, у меня забился просто серый пигмент в волосах, и поэтому он хуже обесцвечивался. Неважно. Получилось, что у меня на голове были разные оттенки. И сейчас я хочу это все исправить, сделав цвет однородным. На камере этого видно не было, но это было видно в жизни. И как минимум мне было видно, поэтому мне это не нравилось. На самом деле я все равно советую, если вы не очень разбираетесь в окрашиваниях, ходить к специалистам, красить волосы. Хоть это, конечно, и опыт, который вы получите, и он вам, пригодится, в будущем в любом случае. Но вероятность того, что вы испортите свои волосы, очень высока, когда вы сами красите. Сидеть возле батареи – это вообще шикарно. Мне жарко, просто капец. Видели бы вы, как криво я разделяю свои волосы? При окрашивании я никогда не жалею краски. Я лучше прям нанесу очень много, чем плохо закрашу, что-то прокрашу. Поэтому даже несмотря на то, что мне этой краской покрасить нужно только корни, я все равно заказала 2, что если вдруг мне не хватит, у меня есть на запас 2. У меня просто руки отпадут сейчас. Мы уже на финишной прямой, осталось прям чуть-чуть. Переходим к боковым зонам. Стараемся брать небольшие пряди, чтобы было удобнее прокрашивать. Челка, пожалуйста, не лезь, не свое дело. Так, и это пока что мы оставляем. Теперь переходим ко второй части. У меня уже корни вот здесь все фиолетовые. Но ничего страшного, это смывается, в принципе, за 1-2 помывки. А спереди, конечно, у меня процесс быстрее идет. Во-первых, потому что здесь меньше волос. Во-вторых, потому что здесь я лучше вижу, что у меня происходит, где мне прокрасить. Все. Теперь остались последние пряди. Это у нас самая видимая зона, поэтому ее прям вообще максимально аккуратно нужно прокрасить. Итак, ребята, я закончила с корнями, с пепельным оттенком. Мне хватило 60 грамм краски и 60 грамм оксида, то есть 120 грамм. На мои корни было достаточно. У меня такая средняя густота волос. Теперь я хочу перейти к кончикам волос. Я даже не буду мыть миску и кисточку. Точно, я забыла, как называется. Потому что кончики мы будем красить в черный цвет. У меня краситель от Олин, черный 2.0. И смешиваю я с оксидом, тоже Олин, 3%. Вы скажете, что, Настя, это же, капец, уже не модно? Да мне без разницы. Я мечтала о черных кончиках лет 8, наверное, если не больше. Что оксид какой-то прям жидкий очень. Я уже налила краску, да, вот. У меня, кстати, перчатка порвалась. Итак, мы размешали до однородной массы. Выглядит это как щет.
то бишь дерьмо. Я беру, наношу на кончик вот так вот волос черный цвет. Далее я тушую его кверху. Вот так. Мы должны растушевать, чтобы был переход, а не просто прямая линия. Вот тушуем. Вот так вот прям. Оп-оп-оп-оп. Также кончик вот так хоп-хоп-хоп-хоп. И теперь все это снова тушуем. Так, главное, чтобы примерно одинаково было. Я бы хотела, конечно, сильнее. Прям, вы знаете, вот до отсюда примерно сделать. Я не посередине сижу, да? Но почему я этого не делаю? Потому что я боюсь, вдруг мне не понравится. А тут я легко могу просто отстричь. Я закончила с первичным окрашиванием, ребята. Теперь мне нужно это все смыть. И далее я уже буду красить длину пигментом прямого действия. Поэтому я пошла смывать это все. Скоро увидимся и продолжим окрашивание. Итак, ребята, я помыла голову. Теперь перед вторым окрашиванием мне нужно дождаться, пока высохнут волосы, потому что пигмент прямого действия наносится на сухие волосы. Кстати, у меня покрасилась рука в черный. В общем, я пойду ждать, пока высохнут волосы, а для вас, как обычно, придет секунда. Везет вам! Итак, ребята, мои волосы высохли, правда, не полностью, но ничего страшного. На качество волос это никак не повлияет. Почему мы красим на сухие волосы пигмент? Потому что он лучше впитывается, дольше держится, понимаете? Итак, мы продолжаем наше окрашивание. Остался последний пункт. Это тонировать длину наших волос. Для тонирования я использую пигмент прямого действия Bad Girl. Сначала, как обычно, все выдавливаем в миску. Ой, бай. Все, посмотрите. При окрашивании пигментом желательно тоже брать небольшие пряди, потому что если прядь будет большая, ребят, то оно прокрашиваться может плохо. Будут какие-то пятна, непрокрашенные места, нам не хочется, правильно? Каждый раз, когда я тонирую свои волосы заново, я думаю о том, что все, в следующий раз я крашусь в коричневый, мне надоело, я уже не могу это терпеть. Мне кажется, что все-таки пепельный блонд это такое развлечение на месяц. Потом лучше покраситься в какой-то другой цвет, который не требует столько ухода, не требует столько раз тонировать его. Но потом, когда я вижу себя с этим цветом, я думаю, это божественно. Я выгляжу потрясающе. Знаете, вот так вот сидеть и в тишине краситься, потому что, я записываю видео, мне музыку нельзя включать. Поэтому я так фрагментами что-то добавляю, когда крашусь. В основном я молчу. И это очень скучно сидеть, просто тишина. И я такая... Я уже докрашиваю затылок, осталось совсем немножко. Если честно, я удивлена, что процесс достаточно быстро сегодня у меня проходит. Итак, мы переходим к окрашиванию передней зоны. Здесь волос мало, поэтому я сейчас быстренько пау-пау и все готово. Свои серые волосы я крашу только красителем Bad Girl, потому что мне кажется, что именно серый оттенок там один из самых лучших по сравнению с другими пигментами. Итак, мы закончили тонирование длины волос. Теперь я дождусь 5 минут, пойду все смою, но результат я буду снимать уже завтра, потому что у меня уже достаточно темно на улице, в квартире, я не хочу менять освещение на искусственное. Короче, завтра все увидите, но для вас опять секунда будет. Итак, ребята, вот что у меня получилось. Ночью я воспользовалась одним интересным лайфхаком, чтобы у меня были вот такие красивые кудри. Что я могу сказать насчет окрашивания? Это то, что я в восторге. Мне безумно нравится. Волосы немного отдают фиолетовым, не знаю, видно ли это на камере. Но, в принципе, как я уже говорила, это быстро смоется. 1-2 помывки, ничего страшного. Но вот кончики, просто посмотрите, как это классно выглядит. Теперь я все-таки хочу, вот до отсюда примерно. Лично я безумно довольна своим окрашиванием. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам. Всем спасибо за просмотр, ребята. Ставьте обязательно лайки. Это очень сильно поддержит меня. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг не подписаны на него. Я всех очень сильно люблю, целую и обнимаю. Пока-пока!